Всем отличного настроения! Меня зовут Лариса, и я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня будет тема не про пэтчворк и не про стежку. Сегодня я буду шить блок для своей будущей сумки. Шить я его буду из вот таких вот остатков разноцветных портьерных тканей. Это все разные кусочки, которые были у меня в посылке. Также в работе участвуют джинсовые ленточки и клеевой флизелин. Техника немного похожа на пиксели. Если вы смотрите давно мой канал, то видите, что я иногда применяю, вот эту интересную технологию крепления деталей на флизелин, которые потом дополнительно либо сшиваются, либо, вот как в этом случае, они будут просто, эти стыки, закрываться джинсовыми лентами. Я, как обычно, не указываю никакие размеры, как обычно, потому что я часто ловлю себя на том, что размеры не пишу. Тут важно понять принцип и технологию сборки. Вы ее поймете, увидите, что ничего сложного нет, и сможете в себе собрать детали, какие вам нужны размеров. Там от 15 сантиметров можно блок до метра, там, не знаю, если есть необходимость в такой детали. Итак, что я сделала? Я приклеила квадраты на клеевой флизелин, и теперь все стыки, которые вдоль, закрываю полосками джинсовой ткани. Обязательно фиксирую их, чтобы они не смещались при пришивании. Как видите, здесь нет никакой обработки этих ленточек, вот она просто как есть. И я пришью ее очень близко к краю, там в 2-3 миллиметрах от края. И как я думаю, что в процессе эксплуатации вот эти вот необработанные краешки лент, они должны немного махриться. И должен быть такой немного декоративный эффект. Мне кажется, должно получиться хорошо. Теперь эту процедуру пришивания лент повторяем уже поперек, точно так же. И получается у нас замечательный, необычный блок для будущей сумки, которую я понятия не имею, как обычно, как я буду шить. Но вот у меня идея возникла, я хочу такую сумку на лето, которая будет подходить ко всему. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь, заходите ко мне на канал Дзен. Я всем вам всегда очень рада.